У тебя поднята рука, как будто ты ходила в школу. Что это? Боже мой. Ладно, какой у тебя красный флаг для парня? Активист по защите прав мужчин. О, не стоило это говорить. Подожди, я должен позвонить своему бро, Эндрю Тейту. Ты знаешь, что мужчина умирает раньше, чем женщина? Если этот разговор продолжится дольше, то я покончу сам собой. Что из того, что он сказал о правах мужчин, тебе не понравилось? Ладно. Но, опять же, женщины живут дольше мужчин, и это типа проблема. А я говорю, что женщины живут дольше мужчин, потому что мужчины трахаются с мужчинами. Как будто это не... Я не адвокат, но мне кажется, что ты проиграл это дело. Он написал книгу! Дело на место! Женщины полагаются на целую группу людей, мужчины полагаются только на своих жен. И это и есть красный флаг. Следующее! Мужчины больше работают на опасных работах. Мужчин больше в тюрьмах. Это из-за патриархата. Если ты сейчас же не сядешь, то клянусь богом. О боже. Потому что я знаю одну особу, которая не собирается жить так долго. Если она станет еще раз. Мне нравится, что ты думаешь, что у мужчин не бывает тяжелой жизни, и ты делаешь меня несчастным прямо сейчас. Если мужчина вынужден терпеть такое каждый день, то это нормально, что мы живем меньше. Представьте, что вы женаты на такое. Нет, боже, нет, пожалуйста, нет! И почему на этих комедийных шоу всегда присутствует пьяная болтливая женщина? Они как NPC, которые хотят быть уничтожены комиком. Интернет пытается отменить комика Мэтта Райфа. Мэтт Райф подвергается критике за свой специальный выпуск на Netflix. Люди в интернете пытаются отменить Мэтта Райфа. Они делают все возможное, чтобы отменить его. Сейчас они делают все возможное, чтобы отменить этого человека, который быстро потерял всю свою аудиторию. Мэтт Райф — комик, который в прошлом году сильно прославился, в основном благодаря тому, что его клипы стали вирусными в ТикТок, и многие женщины одержимы им. Дети! Дети? Знаешь Мэтта Райфа, а? Ты знаешь Мэтта? Да, я знаю Мэтта. Он мой приятель. О боженьки, скажи ему, что я тоже хочу с ним встретиться. Господи. Я люблю Мэтта Райфа. Это моя дочь. Он отличный комик. Недавно Мэтт Райф выпустил специальный выпуск на Netflix под названием Natural Selection, и многие люди, в основном его женские поклонницы, возмущены шуткой, которую он сделал в начале. Что? Да, ты все правильно понял. Люди, пришедшие посмотреть стендап, возмущены шуткой. Я обедал там, и у хозяйки, которая рассаживает вас в ресторане, был синяк под глазом. И мой бро, с которым я был, сказал: да, мне ее жаль, мне кажется, они должны посадить ее на кухне или еще где-нибудь. А я такой: да, но мне кажется, если бы она умела готовить, у нее не было бы этого синяка под глазом. Даже если ты не фанат стендапа, тебе достаточно иметь чувство юмора и здравый смысл, чтобы понять, что парень комик, и он шутит. Комики любят переходить границы и говорить возмутительные вещи. Посмотри комика 80-х или 90-х, Фрэнки Бойла или Джимми Карра. И очевидно, если бы парень не был комиком и не шутил, это было бы не смешно. Любой мужчина или женщина, злоупотребляющие другими, мерзавцы. Я никогда бы этого не одобрил, и Мэтт Райф тоже. Но у него много фанатов-бубликов, которые не могут отделить комедию от реальной жизни, и они пытаются его отменить. Я не уверен, но мне кажется, что Мэтт Райф вот-вот войдет в свою эпоху, пошути и узнаешь. Вчера я не знала, что смотреть, и увидела, что специальный выпуск с Мэттом входит в топ-10. Я видела пару клипов в его социальных сетях, и он казался довольно смешным. Поверьте мне, я не смогла посмотреть больше 3 минут. Если этот человек считает эту начальную шутку смешной, я уверена, что я не первая женщина, которую он разочаровал. Вряд ли там было бы что-то смешнее, чем его шутка в начале. Я сомневаюсь. Тот факт, что он оправдывает избиение за то, что ты не умеешь готовить, просто тошнит меня. Но мне удивляет, что руководители Netflix даже разрешили это и считают это смешным. А почему мы все удивлены? Я могу понять, куда пойдет карьера знаменитости и каким человеком он на самом деле является, глядя на его фанатскую базу. Девушки, которых я знала и которые были его фанатками, все были ужасными. Я совсем не удивлена, что он мерзавец. К тому же он выглядит как мерзавец, ребята. Он выглядит как кусок говна. Когда я увидела Мэтта Райфа, все говорили: он такой красивый, он кусок говна, и это сразу видно. Это не закончится хорошо. И смотрите, он мизогонист. О, какой большой сюрприз. Ага. Кажется, что Мэтт Райф единственный, кто смеется над этой шуткой. Один человек написал: вы все так удивлены, что Мэтт Райф мизогонистический мерзавец. Все, что я могу сказать, это то, что он не был смешным тогда и сейчас не смешной. Другой человек написал: не Мэтт Райф создал свою платформу, угождая своей женской аудитории, а затем открыл свой специальный выпуск на Netflix, шутка о домашнем насилии. Я попыталась посмотреть специальный выпуск Мэтта Райфа на Netflix. Я продержалась, может быть, 15 минут, и просто не смогла продолжать.
Если вы не видели его, вы наверняка слышали о нем. Он открывает шоу с шуткой о домашнем насилии. И я такая, хорошо, странно начинать с этого. Просто это объективно не смешно. Понимаете как? Черный юмор один из тех вещей, которые мне нравятся, но... Не гони пургу! Я попыталась посмотреть специальный выпуск Мэтта Райфа, и он показался мне таким ненавистным женщинам. Я даже не смогла пережить первый сегмент, где он насмехается над всеми этими женщинами, с которыми он спит, и которые увлекаются астрологией. И я просто хочу сказать, Мэтт Райф, прежде чем ты начнешь так долго издеваться над этими дамами, с которыми ты пытаешься быть близким, пойми, что говоря об астрологии, женщины не говорят о планетах на небе. Нас это не волнует. Ха-ха, нас это совсем не волнует. Теперь, после того, как все эти фанаты решили объявить ТикТок, что они сорвут со своих стен плакаты Мэтта Райфа, Мэтт Райф ответил. Простите, вы видели историю Мэтта Райфа в Инстаграм? Я никогда не любила вмешиваться в подобные разговоры о знаменитостях. Но, боже мой, я знаю, что вокруг его специального выпуска на Netflix много шума. Я еще не смотрела его, но собираюсь. Но, похоже, там есть несколько шуток, которые обижают или расстраивают людей. И в ответ он опубликовал это. Если вы когда-либо обижались на шутку, которую я рассказал, вот ссылка на мои официальные извинения. И ссылка ведет на шлемы для детей с особыми потребностями. Я не шучу, это все еще в его истории. Так что, по сути, Мэтт Райф остается верен своему делу и еще больше разозлил их. Если его расстроило то, что люди обижались на его шутки, он мог бы просто ничего не говорить. Мне кажется, что знаменитости и комики всегда усугубляют ситуацию, когда пытаются настоять на своем или пошутить о чем-то негодовании. Вы видели ответ Мэтта Райфа на критику, которую он получает? Потому что это действительно безумно. Это просто шутка. Не-не-не-не-не. Шутки должны быть смешными. В 2023 году? Вы шутите? Не может быть. И он же проходил через это раньше. И тогда он тоже стоял на своем. Мэтт Райф был отменен в твоем подкасте. Но... это было просто мальчишество. Мальчики есть мальчики. Разговоры в раздевалке. Разговоры раздевалки, да. И в основном люди знают Мэтта только по одноминутным сегментам ТикТок. А для меня он очень привлекателен. Знаешь что? Я не могу жалеть каждого. Мне не стоит расстраиваться, потому что это то, что люди делают в интернете большую часть времени. Это вся их личность. Они говорят, давай отменим это ненормально, это ненормально, и это ненормально. Твоя жизнь звучит абсолютно несчастной. Ты так беспокоишься обо всех неправильных вещах в мире, что даже не наслаждаешься собой. Мэтт Райф сказал, одна из вещей, которую я хотел рассмотреть в этом специальном выпуске, показать людям, что несмотря на то, что вы думаете обо мне в интернете, я не подстраиваю свою карьеру под женщин. Я бы сказал, что это специальный выпуск больше для парней. Женщины тоже обожают это заявление. Признай, что тебе не нравится иметь женскую аудиторию. Это не только мизогония. Это чертовски глупо. Ты портишь свой собственный бизнес, сучка. Теперь все понятно. Я, как и весь мир, была так взволнована, чтобы посмотреть это, и выключила его в течение 5 минут. Это было так ужасно. И все пришли к выводу, о, наверное, я видела только его работу с толпой, и никогда не видела его шуток. Но мне казалось, что происходит что-то еще. Это очень похоже на то, что он слишком усердно старался быть смешным для мужчин. Ох уж эти чертовы девчонки, да? Эти кристаллы, а? Хорошо, у него в основном женская аудитория. Он говорит, что это специальный выпуск для парней. Тогда почему он говорит о женщинах? Если это специальный выпуск действительно для парней, почему он начинает с пренебрежительных высказываний о женщинах? Это единственный способ завязать дружбу с парнями? Так что Мэтт Райф доказательство того, что мужчинам гораздо больше не безразлично мнение других мужчин, чем настоящий успех. Так что он сделал пластическую операцию. Он сделал себе зубы, и у него был этот внешний расцвет. И после нескольких десятилетий попыток, он наконец добился успеха, как комик. Он буквально получил миллионы за свой специальный выпуск на Netflix, но его основная аудитория всегда были женщины. И он вроде «Фу, девушки не смешные». Так что, несмотря на то, что у него были деньги и успех, потому что они приходили от женщин, он предпочел бы все это потерять в надежде получить одобрение мужчин, чем на самом деле наслаждаться этим. Когда я читал заявление о том, что он говорит, что это больше для парней, мне это напомнило актеров, которые не хотят быть затипизированы. Я не думаю, что он хочет, чтобы люди думали, что он просто комик для женщин. Он хочет вовлечь парней так же, как и женщин, но проблема в том, что многие его фанаты женщины. Так что его шутки такого рода всегда будут вызывать реакцию. Еще раз, я, конечно, не считаю смешным настоящее домашнее насилие и уверен, что Мэтт Райф тоже. Я также не считаю смешным, если у кого-то действительно есть особые потребности, но если вы не можете отделить шутки комика от реальной жизни, тогда вам нужен Майкл.